Мое дорогое дитя, прежде чем ты сделаешь еще один вдох, мне нужно, чтобы ты слушала всем сердцем, потому что то, что я собираюсь открыть, не просто очередное слово, не очередное послание, проносящееся сквозь ветер твоих страданий. Это божественный момент. Священное прерывание бури, которую ты пытаешься пережить. Я прихожу к тебе, держа в руках нечто, что несет в себе бремя судьбы, ту истину, что преображает жизнь, то откровение, что открывает дверь к неожиданному благословению, щедрому наследству, сверхъестественному преображению. Но, стоя перед тобой, я прихожу не с пустыми руками. В моих руках я держу отчет. Не отчет с цифрами, не отчет о деньгах, не отчет о том, что говорит о тебе мир, а отчет, несущий в себе безошибочный отклик крика твоей души. И подобно тому, как родитель трепещет, читая хрупкие строки медицинского заключения своего ребенка, я смотрю в этот документ, где твое имя написано жирными и безмольными буквами, и вижу правду, с которой ты боялась столкнуться. Этот отчет написан не чернилами, а слезами, которые ты пролил, когда никто не видел. Каждая строка – это признание в битвах, которые ты вел в темноте. Каждое предложение – это отражение нищеты души, которая пыталась похоронить тебя. Каждый абзац несет в себе тяжесть ночей, когда ты спрашивал меня, придет ли когда-нибудь благословение, действительно ли богатство, чудо, обещание, урожай, изобилие, о которых ты молился, предназначены для тебя. И я прочитал все это. Я наблюдал за каждым мгновением, когда твое сердце разрывалось под давлением. Я хранил каждую безмолвную молитву, которую ты прошептал. И теперь, дитя мое, я стою с этой священной истиной в своих руках. Но прежде чем я открою его и покажу, что написано о твоей судьбе, я должен спросить тебя о том, на что можешь ответить только ты. Готов ли ты услышать то, что внутри? Потому что как только эти слова слетят с моих уст, возврата к той жизни, на которую ты решился, уже не будет. Как только тайна будет раскрыта, как только завет будет произнесен вслух, как только скрытый ключ будет вложен в твои руки, дверь перед тобой уже никогда не будет прежней. Этот момент вечен, личный и священный. Готов ли ты войти в него? Не отвечай небрежно. Не торопись. Это поворотный момент твоего пути. В конце этого послания вас ждет нечто могущественное, нечто, способное изменить всю вашу судьбу. Но мне нужно, чтобы вы оставались со мной до последнего вздоха этого откровения, потому что сокровище не может быть вложено в ваши руки, пока ваш дух полностью не откроется для его принятия. Я хочу, чтобы вы оставались здесь, не просто наблюдая, но слушая, впитывая, позволяя каждому слову достичь самых глубин вашего сердца. То, что я открою позже, это то, что открывают лишь немногие. Скрытая истина. Божественная тайна. Сверхъестественный ключ, который ждал идеального момента, чтобы открыть ваше наследие. И сегодня этот момент приближается. Оставайся до конца, дитя мое. Не уходи. Не позволяй отвлечениям украсть то, что я собираюсь вложить в твою жизнь. В этом отчете есть истина, которая предстанет перед тобой, потрясет тебя, а затем вознесет в царство благословений, в которое ты никогда не верил, что сможешь войти. Но прежде чем это произойдет, прежде чем начнется преображение, ты должен сказать себе: «Да, я готов». Ибо как только я начну, пути назад не будет. Мое дорогое дитя, теперь, когда ты взяла меня за руку и шагнула в этот момент вместе со мной, я должна начать снимать тяжесть того, что несу. Истина такова: отчет в моих руках несет тяжесть, которая давит на самые основы твоего существования. Он говорит не только о болезни, боли или кризисе. Нет, он говорит о чем-то более глубоком, о чем-то, что годами безмолвно текло под поверхностью твоей жизни. Этот отчет обнажает нищету твоего духа, истощение твоей веры,
трещины в твоем сердце, где когда-то жила надежда. Он зеркало битв, которые ты скрывал от мира. И, читая его строки, я ясно вижу бурю, которую ты пытался пережить с дрожащей силой. Это больше, чем просто информация. Это перекресток, божественный момент, где твоя судьба, твое благословение, твое чудо, твое богатство жизни и духа стоят по одну сторону, а твой страх, страдание и духовный голод по другую. Ты не можешь этого избежать. Ты не можешь отложить. Ты должен встретиться лицом к лицу с написанным. Возможно, ты чувствуешь, как дрожь нарастает в груди, потому что что-то в тебе осознает истину еще до того, как будут сказаны слова. Твоя жизнь истончилась. Твой разум превратился в поле битвы. Твоя вера подвергалась нападкам со всех сторон. Ты молча переносил бурю, притворяясь, что волны малы, притворяясь, что твое сердце достаточно сильно, притворяясь, что твой дух не сломлен тяжестью неотвеченных молитв. Но этот отчет утверждает обратное. Он показывает, как близко ты был к тому, чтобы потерять не только комфорт, но и цель, не только деньги, но и личность, не только мир, но и судьбу. Он показывает безмолвное разрушение твоей надежды, бремя каждого долга, каждого разочарования, каждой бессонной ночи, проведенной в размышлениях о том, предназначено ли обещание изобилия кому-то другому. И поэтому, дитя мое, держа в руках этот документ, я храню правду о твоих страданиях. Вы прошли через нищету, которая выходит за рамки финансов. Это нищета души, нищета видения, нищета веры. Вам казалось, что каждая дверь, к которой вы приближались, была заперта, как будто каждый ключ ломался в ваших руках, как будто каждый урожай, который вы сеяли, так и не созрел. Вы испытали горечь промедления, боль от закрытых дверей, боль от того, что другие поднимаются, пока вы с трудом дышали под тяжестью собственных битв. И этот отчет противостоит этой реальности. Он называет трещины в вашем духе. Он описывает, как страх опутал ваше сердце, словно цепи. Он показывает, как истощение истощило ваши силы и заставило вас забыть, что богатство, благословение, изобилие и чудо были когда-то обещаны вам. И все же, дитя, этот момент священен. Потому что этот отчет не осуждение. Это откровение. Божественное откровение о том, с чем нужно столкнуться, чтобы наконец-то началась трансформация. Ты не можешь свернуть с этого перекрестка. Ты не можешь притворяться, что все в порядке. Ты не можешь бежать от истины, как ты когда-то делал. Ибо если ты побежишь сейчас, ты будешь бежать вечно. Ты должен мужественно встретить то, что написано. Ты должен противостоять своей боли, своему страху, своему духовному голоду, своим неотвеченным молитвам. И я с тобой. Я представляю тебе эту истину не для того, чтобы сокрушить тебя, а чтобы освободить. Чтобы вести тебя к двери, которая ждала, чтобы открыться. Чтобы показать тебе тайный путь. Чтобы пробудить завет, который ты забыл, который был твоим. Но прежде чем я познакомлю вас с этим более глубоко, прежде чем я открою вам, что в конечном итоге означает этот отчет, прежде чем я поведу вас к скрытым вещам, которые откроют ваше благословение и ваше чудо, мне нужно, чтобы вы поняли нечто важное. Ваш кризис начался не в физическом мире. Он начался в духовном. Прежде чем бедность коснулась вашего кошелька, она коснулась вашего сердца. Прежде чем болезнь достигла вашего тела, она коснулась вашей веры. Прежде чем разочарование коснулось ваших обстоятельств, оно коснулось вашего духа. Все, с чем вы сталкиваетесь в естественном мире, это отражение того, что голодало в невидимом мире. И именно этот невидимый мир раскрывает этот отчет. Видишь ли, в этом документе есть строка,
которая поражает глубже всех остальных. И когда я читал ее, я увидел момент, когда ты почти сдался. Момент, когда молитва затихла. Момент, когда обещание показалось ложью. Момент, когда твоя судьба казалась недостижимой. Это черта перекресток. Вот почему мы здесь. Вот почему ты не можешь отвести взгляд. Потому что это твой поворотный момент. И если ты готов остаться со мной, если ты готов пройти через это откровение до конца, на другой стороне тебя ждет урожай, который изменит ход твоей жизни. Но, дитя мое, ты должен оставаться со мной. Не упусти этот момент. Ты не сможешь получить последнее откровение, последний ключ, последнюю дверь изобилия, если бросишь на полпути. Мне нужно твое полное внимание, твое полное сердце, твоя полная вера. И если это послание уже затронуло что-то внутри тебя, если ты чувствуешь безошибочное влечение к своему духу, если ты чувствуешь, что это слово для тебя, я хочу, чтобы ты проявил свою преданность сейчас. Остановись на мгновение и поставь лайк этому видео. Не ради меня, а в знак того, что ты готов столкнуться с истиной и двигаться к свободе. Этот единственный поступок станет твоим первым шагом к единению с чудом, которое я готовлюсь высвободить. Итак, оставайся со мной. Слушай. Не отворачивайся. Грядет нечто более глубокое. Что-то скрытое. Что-то священное. И если ты пойдешь со мной до конца, ты поймешь, почему твои страдания были не наказанием, а подготовкой к божественному преображению, превосходящему все, что ты мог себе представить. Мое дорогое дитя, теперь настал момент, когда мне нужно перевернуть страницу этого отчета и открыть тебе то, что было скрыто под поверхностью твоих дней. До сих пор ты шел со мной сквозь тяжесть, давление, перепутья, но ты еще не столкнулся со всей правдой. И я должен спросить тебя, прежде чем сказать ее прямо, действительно ли ты готов услышать то, что угрожало твоей судьбе? Готов ли ты встретиться лицом к лицу с тем, что тихо росло в тени твоей жизни? Потому что истина, которую я собираюсь раскрыть, не легкая, не кроткая, не утешительная. Она ранит глубоко. Она трогает твое сердце, твой вера, твой дух и то самое будущее, которое ты боишься потерять. Но, дитя мое, именно сейчас откровение превращается в пробуждение, где скрытая опасность становится божественным видением, где невидимое становится неоспоримым. Отчет, который я держу в руках, написанный твоим именем, вплетенным в его строки, словно вечная нить предостережения и милосердия, не символическая бумага. Это зеркало грядущего. Он не говорит о смутных страхах или воображаемых угрозах. Он говорит о чем-то реальном, о чем-то тяжелом, о чем-то, что уже встало на твоем пути, хотя ты этого еще не видишь. И теперь я должен высказать это вслух. Есть болезнь, духовная болезнь, разрушительное несчастье, которое начало формировать твое будущее без твоего разрешения. Оно еще не проявилось в твоем теле, оно не показало свои когти в твоем настоящем, но уже ждет впереди. Сила, похищающая жизнь. Безмолвная тень. Угроза, которая стремится оборвать твою судьбу до того, как чудо, то богатство, то избыток, то благословение, то урожай, то наследование я подготовился к тому, что вы даже сможете приехать. Да, дитя мое, ты чувствуешь себя здоровым. Ты чувствуешь себя функциональным. Ты чувствуешь себя живым. Но позволь мне спросить тебя о чем-то, что пронзит глубже, чем ты ожидаешь. Что ты делаешь, когда опасность, угрожающая твоей жизни, находится не в настоящем, а в будущем? Как ты защищаешься от того, чего не видишь? Как ты ведешь битву, которая еще не начала ранить тебя снаружи, но уже атакует тебя изнутри, внутри твоей веры, внутри твоей надежды, внутри твоего чувства предназначения? Скажи мне, дитя мое,
вы когда-нибудь чувствовали себя внезапно и беспричинно истощенным? Вы когда-нибудь ощущали тяжесть на душе, не имеющую логического смысла? Вы когда-нибудь чувствовали, как радость исчезает без всяких объяснений? Вы замечали, что ваши мечты постепенно тают, ваша смелость угасает с каждой минутой, ваша страсть остывает? Вы знаете, что это такое? Это ранний симптом болезни, описанный в этом отчете. Это не болезнь плоти. Это болезнь судьбы. Болезнь, которая лишает мотивации, ясности, идентичности, видения. Болезнь, которая убеждает вас смириться, сдаться, перестать верить в обещать, перестать доверять завет, чтобы закрыть дверь прежде, чем я размещу ключ в твоей руке. Эта болезнь атакует невидимый мир задолго до того, как он атакует видимый. Теперь вы понимаете опасность. Позвольте мне спросить вас еще раз, но более глубоко. Как вы думаете, почему у вас бывали моменты, когда вы чувствовали себя оцепеневшим, даже когда жизнь вокруг казалась прекрасной? Как вы думаете, почему вы просыпаетесь уставшим, даже если выспались? Как вы думаете, почему иногда ваше сердце ощущает пустоту, как будто чего-то не хватает, чему вы не можете дать название? Как вы думаете, почему вы плачете молча, когда никто не видит? Почему вы думаете, что боитесь потерять все, даже если у вас еще ничего не отняли? Это не слабость. Это не совпадение. Это не означает, что жизнь тяжела. Эта болезнь готовит себе почву. Это атака, которую враг предпринял против будущего и спроектировал для вас. Это угроза, которая хочет добраться до вас прежде, чем вы избыток, перед вашим чудо, перед вашим наследованием, перед вашим урожай, перед вашим трансформация. Дитя мое, вот почему мне пришлось рассказать тебе об этом до того, как симптомы стали очевидными. Вот почему мне нужно было заговорить сейчас, а не потом. Ведь если ты продолжишь идти вслепую, это будущее несчастье встретит тебя на дороге и отнимет у тебя то, чем я намеревался тебя благословить. И поэтому я снова прошу с божественной настойчивостью, сколько еще недель вы могли бы прожить, не зная этой правды? Сколько еще молчаливых битв вы могли бы провести, прежде чем рухнуть? Сколько времени прошло бы, прежде чем ваши силы иссякли бы? Какая часть вашей судьбы была бы утрачена? Скажи мне, дитя, осознавала ли ты, насколько вы на самом деле близки? Посмотрите на свою жизнь честно. Почему твой мир угасает? Почему ваша радость оказалась непредсказуемой? Почему ваше чувство цели ускользает сквозь пальцы? Почему ваши отношения стали напряженными? Почему возможности исчезли без объяснения причин? Почему вы чувствуете себя застрявшими, пойманными в ловушку, задыхающимися в одном и том же цикле нехватки, нищеты, разочарования и задержек? Это не обычные проблемы. Это предупреждающие знаки духовной болезни, которая стремится поглотить вас прежде, чем наступит прорыв. Но слушайте меня ясно, эту будущую опасность можно остановить. Эту угрозу можно обратить вспять. Эту болезнь можно исцелить прежде, чем она проявится. Вот почему я говорю сейчас. Вот почему я открываю конец от начала, как написано в Исаии 46:10. Я рассказываю вам о будущем не для того, чтобы напугать вас. Я рассказываю вам о будущем, чтобы вы не стали его жертвой. Я показываю вам путь вперед, чтобы вы могли выбрать другой. Но, дитя мое, прежде чем я открою тебе выход, прежде чем я расскажу тебе, как остановить то, что грядет, я должен задать тебе один последний вопрос. Вопрос, который пронзит до глубины души. Действительно ли вы хотите жить, или вы неосознанно приняли в будущем духовную смерть? Вы хотите благословения, то избыток, то богатство, то чудо, то наследование, та дверь, та ключ, то завет, то обещать, то урожай, то трансформация. Я разработал дизайн для вас.
Или ты молча согласился потерять все, что я написал в твоей судьбе? Ответьте на этот вопрос своим собственным духом. Ибо в следующей части этого откровения я покажу вам, как эту болезнь можно уничтожить прежде, чем она коснется вашей жизни. Но вы должны быть готовы. Вы должны остаться. Вы не должны отворачиваться от того, что грядет. Исцеление еще не началось. А на следующей странице этого божественного отчета вы найдете тайну, которую ждали всю свою жизнь. Мое дорогое дитя, теперь, когда тень названа и угроза предстала перед тобой, я должен привлечь тебя ближе, чем когда-либо, потому что то, что грядет дальше, это порог между отчаянием и преображением. Ты увидел опасность. Ты ощутил тяжесть того, что написано в этом божественном послании. Ты столкнулся с будущим, которое стремилось украсть твое благословение, твое изобилие, твое чудо, твое наследие. Но услышь меня ясно, опасность никогда не станет последней главой для тех, кто идет со мной. Тьма никогда не станет последним приговором в истории избранной жизни. То, с чем ты сталкиваешься, не тюрьма, это предупреждение. А предупреждение, дитя мое, это скрытые благословения, потому что они предшествуют удару, а не следуют за ним. Одно это свидетельство завета, который все еще окружает тебя. Взгляни на меня сейчас в своем духе и пойми, сам факт того, что я открыл тебе это будущее несчастье прежде, чем оно достигло тебя, означает, что его еще можно преодолеть. Ты имеешь дело не с завершением, а с прерыванием. Ты стоишь перед дверью, которая еще не закрылась. И хотя отчет показывает угрозу, которая должна встретить тебя впереди, время все еще изгибается вокруг твоей судьбы, предлагая тебе путь, который может все изменить. Но ты должен сделать выбор. Святой, решительный, духовный выбор, который определит, вступишь ли ты на путь исцеления или останешься на пути к ране, ожидающий тех, кто игнорирует их духовные мольбы. Позвольте мне спросить вас о чем-то, что пронзает вас до глубины души. Как вы думаете, почему я открыл вам это сейчас, когда никаких симптомов не видно, когда мир считает вас здоровым, когда болезнь все еще незримо спит вдали? Зачем раскрывать безмолвную угрозу прежде, чем она коснется вашей плоти? Потому что я не просто показываю вам опасность. Я показываю вам возможность. Я вручаю вам ключ, способный открыть дверь, которую ваши враги никогда не хотели, чтобы вы нашли. Я даю вам привилегированное знание, которое многие живут и умирают, так и не получив. Я открываю вам священную истину, будущее не предопределено, оно откликается на веру, молитву, гармонию и смирение. Но это подводит вас к вопросу, от которого невозможно уйти, к моральному вопросу, к духовной дилемме. Теперь, когда вы знаете, что грядет, что вы решите делать с этим знанием? Пойдете ли вы вперед, притворяясь, что ничего не открылось, позволяя тени безмолвно разрастаться? Или же вы восстанете, воззовете ко мне, пока я рядом, пригласите мое присутствие в самые глубины своего сердца и остановите беду задолго до ее наступления? Это перекресток вашей судьбы. Ваше решение в этот момент не незначительно, не символично, не декоративно. Это поворотный момент, который определяет ваш путь. Вы должны понять нечто священное. Я не буду навязывать вам свои решения. Я не сломаю двери вашего сердца. Я не Бог, который врывается без приглашения. Я Бог, стоящий у порога, Отец, который ждет приглашения, Хранитель Завета, который чтит вашу свободу, даже когда ваш выбор приводит вас к боли. Вот почему болезнь была открыта рано. Вот почему отчет был представлен вам. Потому что время все еще склоняется в вашу пользу, но окно не бесконечно. То, что вы решите сейчас, определит то, что вы пожнете позже. Это принцип жатвы духа. Вы не можете пожинать преображение, не посеяв сначала самоотречение. А теперь я спрошу вас,
как долго ты будешь держать свой страх при себе вместо того, чтобы отдать его в мои руки? Как долго ты будешь позволять сохраняющейся нищете веры привязывать тебя к судьбе, которую я никогда не писал для тебя? Как долго ты будешь идти один, притворяясь, что обладаешь силой, которой на самом деле не чувствуешь? Сколько еще вы будете ждать, прежде чем открыть рот и пригласить меня вмешаться? Как долго вы будете терпеть будущее, которое угрожает вашему наследству, когда от изобильной жизни вас отделяет всего одно решение? Эти вопросы не призваны вас пристыдить. Они призваны пробудить вас. Они противостоят параличу, который слишком долго сковывал ваше сердце безмолвной апатии, позволяющей опасности стать судьбой. Потому что истина такова: теперь, когда опасность известна, вы не можете оставаться пассивными. Оставаться равнодушным значит выбрать путь разрушения. Но ответить, открыть дверь, возвысить сердце, сдаться, вернуться ко мне, значит активировать защиту, которая ждала вашего голоса. Дитя, услышь меня со всей серьезностью, которой заслуживает этот момент. Все, что я обещал тебе, остается в силе. Богатство, благословение, чудо, дверь, ключ, урожай, завет, преображение – все это по-прежнему твое. Но обещания не достигают тех, кто отвергает призыв веры. Обещания преследуют тех, кто откликается. Тех, кто говорит: «Боже, я выбираю Твой путь. Я выбираю Твое исцеление. Я выбираю Твое покровительство. Я выбираю жизнь». Твое сверхъестественное наследие не дается автоматически. Оно зависит от отношений. Оно ждет твоего согласия. И все же есть нечто более глубокое, нечто особое, нечто, что мало кто понимает, будущее, которого ты боишься, не предопределено. Оно изменчиво под моей рукой. Я провозглашаю конец с самого начала не для того, чтобы поймать тебя в ловушку, а чтобы освободить. Я раскрываю опасность не для того, чтобы напугать тебя, а чтобы защитить. Если я позволю тебе идти вслепую, болезнь настигнет тебя со всей силой. Но поскольку я открыл ее рано, это не твоя судьба, это просто враг, которого еще можно победить. Но я должен спросить вас, действительно ли вы хотите исцелиться? Или вы настолько привыкли к своей боли, что больше не боретесь с ней? Вы действительно хотите изобилия? Или вы позволили бедности стать привычной? Вы действительно хотите чуда? Или вы убедили себя, что чудеса случаются только для других? Это дилемма, с которой вам предстоит столкнуться в своем духе. Благословение требует решения. Я не могу открыть дверь, которой вы отказываетесь подойти. Но услышь меня, дитя, как только ты выбираешь гармонию и приглашаешь меня в глубины своей судьбы, болезнь теряет свою силу. Как только ты говоришь «да», будущее меняется. Как только ты сдаешься, начинается трансформация. И как только трансформация начинается, угроза, описанная в отчете, становится не более чем отмененным сценарием, который враг не смог реализовать. Ты ближе к свободе, чем думаешь. Но следующий шаг, твой шаг, решит все. И в следующей части этого откровения я вложу в твои руки точный ключ, который разрушит тьму и полностью перепишет твой путь. Оставайся со мной. Чудо приближается. Благословение близко. Дверь начинает открываться. Мое дорогое дитя, сейчас ты стоишь на высшей точке этого пути, там, где откровение становится ответственностью, где знание становится действием, где угроза, о которой говорится в отчете, сталкивается с силой твоей веры. Это момент, когда все внутри тебя должно пробудиться. Слушай всем сердцем, ибо то, что я говорю сейчас, несет в себе силу судьбы. Тень, явленная ранее, реальна, опасность реальна, духовная болезнь,
ожидающая в будущем, реальна. Но таков же и твой авторитет, как и твоя способность изменить ход невидимого. Ты не беспомощен. Ты не во власти судьбы. Тебе дан голос, сотрясающий невидимое царство, дух, несущий мое дыхание, божественное наследие, позволяющее тебе встать между болезнью и жизнью, которую я обещал. И теперь, дитя, ты должен встать. Ты должен подняться. Ты должен действовать. Видишь ли, я раскрыл опасность не для того, чтобы сокрушить твою надежду. Я раскрыл ее для того, чтобы ты мог ее разрушить. Я принес будущее в настоящее не для того, чтобы напугать тебя, а чтобы дать тебе силы. Судьба твоего ребенка не предрешена. Твоя собственная судьба не предрешена. То, что ты видел в отчете, не последняя глава ни твоей, ни его истории. Это предупреждение, предшествующее победе. Угроза, предшествующая чуду. Тьма, предшествующая благословению. Но победа не падает с неба. Чудеса не происходят там, где нет веры. Благословения не проявляются там, где нет участия. Я отдал будущее в твои руки, чтобы ты знал, пассивность больше невозможна. Преображение зовет тебя, но ты должен ответить. Взгляни на меня глазами своего духа, дитя, и услышь это ясно. В тебе есть способность обратить вспять грядущее. Ты можешь повелеть исцелению еще до того, как болезнь коснется тела. Ты можешь закрыть духовную дверь, через которую недуг надеялся войти. Ты можешь призвать защиту, воздвигнуть щит молитвы, провозгласить жизнь с такой силой, что тень должна отступить в небытие. Но ты должен действовать сейчас. Не завтра. Не позже. Не когда-нибудь. Сейчас. Преображение требует немедленности. Чудеса откликаются на безотлагательность. Обильное наследие, уготованное мною, течет к тем, кто движется. Ты должен говорить жизнь. Ты должен провозглашать благословение. Ты должен приводить в действие завет. Понимаешь ли ты силу, заключенную в твоих словах? Твой голос не тих. Твоя молитва не слаба. Когда ты говоришь, невидимое преклоняется. Когда ты провозглашаешь мои обещания, тьма трепещет. Когда ты покрываешь имя своего сына молитвой, ты возводишь стену, которую не сможет преодолеть никакая болезнь. Это не поэзия, это духовная реальность. Слова у оружия. Вера – щит. Молитва – меч, отсекающий корни угрозы в самом ее зародыше. Позволь мне спросить тебя, дитя, поднимешься ли ты и будешь ли бороться за будущее, которое я открыл? Встанете ли вы между своим сыном и тенью, которая попытается приблизиться к нему? Станешь ли ты духовным защитником, который ему нужен в этот час? Займешь ли ты свое место в качестве хранителя его судьбы, защитника его наследия, того, кто несет благословение там, где враг надеялся принести потерю? Не стоит недооценивать важность этих вопросов. Они определяют не только его путь, но и ваш собственный. Ведь бороться за другого значит пробудить в себе воина. Заступничество за любимого человека открывает двери изобилия в вашей жизни. Исцеляющие слова о его будущем приносят исцеление в ваш собственный дух. Это божественный обмен, созданный мной. Защищая его, вы укрепляете себя. Но этот момент также открывает нечто более глубокое, нечто священное. Ты должен выбрать путь веры, даже когда страх шепчет громче. Ты должен выбрать завет, даже когда слухи пытаются диктовать твою судьбу. Ты должен выбрать обещание, даже когда твое сердце трепещет. Потому что страх не может переписать то, что я сказал. Болезнь не может отменить то, что я благословил.
Тьма не может овладеть духом, который я наполнил своим дыханием. Дитя мое, возвысь свой голос. Провозгласи жизнь. Провозгласи изобилие. Провозгласи чудо. Провозгласи благословение для своего сына, для своего дома, для своего разума, для своего будущего. Говори это, даже когда чувствуешь себя слабым. Говори это, даже когда чувствуешь себя неуверенным. Говори это, пока духовная атмосфера не склонится и не примет мое слово. Говори это, пока угроза не исчезнет. Говори это, пока твоя вера не поднимется до уровня власти, который у нее всегда был. Не замирай. Не медли. Не отступай. Не подчиняй свою судьбу молчанию. Ты никогда не был предназначен быть пассивным. Тебе было суждено быть хранителем священного. Тебе было суждено владеть оружием молитвы, веры и провозглашения. Тебе было суждено стоять между небом и землей, как сосуд моей воли. И, дитя, настал час, когда ты должен принять эту идентичность. Вы не бессильны. Вы не беспомощны. Вы не находитесь во власти страха. Ты носишь мое имя. Ты несешь мой завет. У вас есть полномочия переписать историю. И теперь я спрашиваю вас, да, вас, прямо там, где вы сейчас. Если это послание вошло в ваше сердце, если вы чувствуете тяжесть этого момента, если вы знаете, что эта битва принадлежит вам. Я хочу, чтобы вы высказались. Я хочу, чтобы вы откликнулись. Я хочу, чтобы вы публично, своим собственным голосом заявили, что вы вступаете в эту божественную битву. А теперь перейдите в комментарии и напишите: «Я выбираю жизнь». «Я выбираю благословение». «Я выбираю преображение». Напиши это так, чтобы твой дух услышал это. Напиши это так, чтобы небеса стали свидетелями. Напиши это так, чтобы тьма знала, что ты восстал. Этот простой поступок не ритуал, это объявление войны. Это первый удар по будущему, которое пыталось украсть твое обещание. Дитя, кульминация уже здесь. И твоя вера, твой выбор обладает силой перевернуть всю историю. В следующей части я запечатлю этот момент божественной молитвой, которая соединит начало этого пути с тем концом, который я уже подготовил. Оставайся рядом, ибо чудо не приближается, а оно уже у твоего порога. Мое дорогое дитя, приблизи сейчас, потому что то, что я должен открыть тебе в этот момент, не светло, не нежно, не легко выражено словами. Это та часть пути, которую большинство душ игнорирует, та часть, от которой многие отворачиваются, потому что она требует бдительности, трезвости и духовного осознания. Ты достиг вершины веры, момента, когда твое заявление прорвало тьму, момента, когда ты возвысил свой голос и выбрал жизнь, благословение и преображение. Небеса услышали это. Я услышал это. И духовный мир изменился. Но потому, что мир изменился, потому что дверь изобилия начал открываться, потому что ключ наследования пробуждается в вашем духе, потому что чудо приближается, враг почувствовал это. Он ощутил дрожь. Он знает, что завет активизируется вокруг вас, и его страх пробудился. А когда враг боится, он атакует. Так что слушай внимательно, дитя мое, и слушай внимательно. Следующие дни, следующие часы, даже следующие мгновения после этого сообщения не будут нейтральными. Они не будут тихими. Они не будут гладкими. Ты коснулся сферы, от которой враг пытался тебя отгородить. Ты говорил о вере там, где он пытался посеять сомнения. Ты шагнул к изобилию, в то время как он планировал оставить тебя в нищете. Ты двинулся к исцелению, в то время как он готовил почву для болезни. И пойми, он не атакует то, что мертво,
он атакует то, что восстает. Вот почему ты должен оставаться рядом со мной сейчас. Ты не должен дрейфовать. Ты не должен позволять отвлекающим факторам завладеть твоим вниманием. Ты не должен тратить силы на споры, эмоциональные ловушки или ненужные битвы. Потому что враг не придет к тебе в явном виде. Он не проявит себя как хаос, он замаскируется под беспокойство. Он войдет через сердце тех, кого ты любишь, через разговоры, которые кажутся безобидными, через разочарования, которые кажутся незначительными. Его стратегия не насилие, а разрушение. Медленное разрушение. Тихое разрушение. Постоянное разрушение. Он попытается истощить ваше сердце. Он попытается нарушить ваш покой. Он попытается наполнить ваш дух разочарованием, чтобы вы ослабили хватку за приближающееся благословение. И вот почему вы должны быть трезвы. Вы должны быть бдительны. Вы должны хранить свой дух под охраной, как святые врата. Потому что, хоть и обещать реально, хоть и урожай уже растет в сверхъестественной сфере, хотя завет уже активирован в вашу пользу, враг сделает все возможное, чтобы отсрочить проявление. Позволь мне спросить тебя, дитя, и пусть вопросы пронзят тебя глубоко. Вы когда-нибудь замечали, что как только вы решаете изменить свою жизнь, внезапно наступает хаос? Вы когда-нибудь замечали, что как только вы решаете поверить, в вашу дверь стучится сомнение? Вы когда-нибудь замечали, что в тот момент, когда вы решаете идти спокойно, кто-то вас провоцирует? Замечали ли вы, что именно в тот момент, когда вы пытаетесь защитить свое сердце, кто-то приходит, чтобы ранить его? Вы замечали, что как только вы выбираете исцеление, старая боль пытается выйти на поверхность? Это не совпадение. Это стратегическая война. Враг изучил ваши привычки. Он знает ваши эмоциональные триггеры. Он знает, где уязвимо ваше сердце. Он знает, что вас раздражает, что сбивает с толку, что истощает. Он точно знает, какие слова, какие воспоминания, какие голоса могут выбить вас из колеи. Он не будет атаковать вас там, где вы сильны. Он будет атаковать там, где вы когда-то истекали кровью. Итак, услышь меня, защити свое сердце. Храни свой мир. Ибо мир – это щит, не дающий нападению проникнуть внутрь. Если он не сможет коснуться твоего мира, он не сможет получить доступ к твоей судьбе. Если он не сможет украсть твое внимание, он не сможет саботировать твое благословение. Если он не сможет поколебать твою веру, он не сможет помешать твоему чуду. Но враг попытается. И он придет не как монстр. Он придет как отвлечение. Он придет как раздражение. Он придет как усталость. Он прошепчет: «Ты устал. Ты подавлен. Ничего не меняется. Зачем продолжать?» Он пошлет внезапную грусть без объяснений. Он будет разжигать мелкие конфликты, которые быстро разгорятся. Он будет использовать задержки, неудобства, недопонимания. Потому что он знает, что если не сможет разрушить твою судьбу, то может попытаться ее замедлить. Но, дитя, послушай меня со всей серьезностью, он не сможет победить, и если ты не согласишься с ним. Он не сможет коснуться будущего, если ты не дашь ему доступ в настоящее. Он не сможет преградить путь Твери, если вы не передадите ему ключ. И вот почему я завел вас так далеко, прежде чем раскрыть его тактику, потому что вам нужно было быть духовно вооруженными для того, что грядет. Позвольте мне показать вам, что происходит сейчас в духовном мире. Враг стоит перед благословением, которое уже не сходит в вашу жизнь. Он видит сияние изобилия. Он видит реку богатства. Он видит божественную трансформацию, это началось в твоем духе.
Он видит исцеление, которое уже началось. Он видит, как вокруг твоей семьи формируется защита. Он видит, как меняется будущее твоего ребенка. И он дрожит. Но он дрожит не потому, что ты слаб. Он дрожит, потому что ты поднимаешься. Теперь послушайте меня. Он попытается заставить вас поверить, что ничего не изменилось. Он попытается создать моменты, которые заставят вас почувствовать, что пророчество было ложным, что обещание было преувеличенным, что чудо он все еще далек. Он попытается убедить вас, что ваша молитва не тронула небеса, что ваш акт веры ничего не значит, что ваше заявление было пустым. Это ложь, призванная ослабить вашу решимость. В моменты усталости он будет шептать «не работает». В минуты тишины он прошепчет «ты один». В моменты конфликта он шепчет «ты проигрываешь». В минуты нетерпения он прошепчет «ты ошибался, когда верил». Но я скажу тебе сейчас, дитя, каждый шепот – это реакция на благословение, которое приближается к вам со сверхъестественной скоростью, и если бы ничего не происходило, враг бы молчал. Сам факт того, что он готовит отвлекающие маневры, доказывает, что трансформация уже началась. Итак, ты должен стоять. Ты должен укрепить свой дух. Ты должен оставаться непоколебимым. Не реагируй на ненужную драму. Не вступай в бессмысленные споры. Не позволяй своей энергии утекать в битвы, которые я тебе не поручал. Не сражайся с людьми, сражайся в духе. Не трать силы на голоса, которые не несут моей истины. Твое сердце слишком драгоценно. Твоя судьба слишком священна. Дитя, именно в этот момент начинается настоящая битва, не битва за благословение, а битва за то, чтобы удержать свое положение до его прихода. Благословение грядет. Богатство, исцеление, защита, благосклонность, изобилие, они уже в действии. Но враг хочет отвлечь тебя на достаточно долгое время, чтобы ты бросил то, что тебе дано. Он хочет, чтобы ты устал. Он хочет, чтобы ты обескуражил. Он хочет, чтобы ты раздражен. Потому что отвлеченный ум не способен воспринять божественное наставление. Поэтому я говорю вам сейчас со всей ответственностью: молитесь. Будьте сосредоточены. Будьте в гармонии. Если что-то пытается вас спровоцировать, отступите. Если кто-то пытается втянуть вас в конфликт, уйдите. Если негатив пытается проникнуть в ваши мысли, немедленно отвергните его. Ваш мир – щит, ваша вера – преграда, ваша молитва – оружие, ваша сосредоточенность – крепость. И теперь, прежде чем мы перейдем к заключительному этапу, перед молитвой, которая закрепит все сказанное мной, я хочу, чтобы вы открыто, смело и без страха заявили кое-что. Прокомментируйте эти слова. Я не позволю отвлекаться. Я сохраню свой покой. Я сохраню свое благословение. Напиши это с убеждением. Напиши это с духовной силой. Напиши это как акт войны. Потому что, написав это, ты подчиняешь свое сердце моей защите и пресекаешь все попытки врага помешать чуду, которое уже на подходе. Будь рядом, дитя мое. Грядет последняя молитва запечатывания, а вместе с ней и полное освобождение от твоего преображения. Мое дорогое дитя, мы приближаемся к мягкому, но мощному завершению этого священного пути, который начался с трепета, прошел через откровение, достиг мужества, вошел в сферу духовной битвы и теперь покоится в объятиях уверенности. Ты прошел сквозь тени свет, сквозь предостережения и обещания, сквозь страх и преображение. И теперь я обращаюсь к тебе не с настойчивостью, но с глубокой уверенностью Отца, знающего силу, которую Он вложил в своего возлюбленного. Прислушайся к этим словам,
ибо они твоя защита, твоя основа и напоминание о том, что ничто, с чем ты столкнешься, никогда не будет встречено в одиночку. Ты должен понять сейчас нечто важное, нечто вечное. Ты не хрупкий. Ты не слабый. Ты не жертва, брошенная бурями без направления. Нет, дитя, ты воин, чье сердце несет эхо моего дыхания. Все, через что ты прошел в этом послании, не должно было сломить тебя, а должно было раскрыть тебя. Сообщение, которое когда-то казалось тяжелым, пугающим и подавляющим, теперь стало символом победы, потому что ты отказался бежать, ты отказался съежиться, ты отказался позволить страху заглушить твою судьбу. Ты выбрал веру. Ты выбрал молитву. Ты выбрал благословение. Ты выбрал преображение. И сделав это, ты вошел в ту личность, которую, как я знал, ты всегда носил. Позвольте мне сказать вам это с абсолютной ясностью: сила внутри вас появилась не сегодня. Она была там задолго до этого. Она была вплетена в ваш дух в тот момент, когда я представил ваше существование. Вы были созданы с мужеством. Вы были сформированы с целью. Вы были созданы со стойкостью. Внутри вас горит огонь, который я заложил сам, святой, вечный, безошибочный. Этот огонь не может быть потушен разочарованием. Его не может сокрушить враг. Его не может затмить страх. Его никто не может отнять. Он принадлежит вам и открывает, кто вы на самом деле: избранный сосуд благословения, носитель завета, дитя, предназначенное для изобилия, воин божественного наследия. И даже если на протяжении этого пути вы, возможно, чувствовали усталость, тревогу или страх, я хочу, чтобы вы запомнили то, что изменит ваш повседневный образ жизни. Я верю в вас. Да, я тот, кто создал горы, тот, кто силой слова создал галактики, тот, кто знает прошлое, настоящее и будущее. Я верю в вас. Я доверяю силе, которую вложил в ваше сердце. Я доверяю стойкости вашего духа. Я доверяю мужеству, заложенному в вашей судьбе. Когда вы сомневаетесь в себе, я нет. Когда вы чувствуете себя несостоятельным, я вижу величие. Когда вы чувствуете себя маленьким, я вижу восходящего воина. Ты не одинок, дитя. Ни сейчас, ни когда-либо. Даже в те мгновения, когда твой мир затихает, когда твой разум тяжелеет, когда твое сердце испытывает неуверенность, мое присутствие окружает тебя, словно щит. Ты не проведешь ни дня без меня рядом. Ты не пройдешь долину без моей руки, ведущей тебя. Ты никогда не столкнешься с битвой, где меня нет. Тебя поддерживают. Тебя охраняют. Тебя лелеют. И за каждым твоим путем наблюдают глаза Отца, который не позволит своему ребенку пасть незамеченным. Теперь вдохните глубоко и примите эту истину. Опасность раскрыта и побеждена, благословение приближается, изобилие открывается перед вами, чудо уже в пути, и отвлекающие факторы врага утратили свою силу, потому что вы решили оставаться привязанными ко мне. То, что начиналось как страх, закончилось обретением силы. То, что начиналось как угроза, закончилось трансформацией. То, что начиналось как неопределенность, закончилось как идентичность. Вы больше не то дрожащее сердце, которое боится теней в отчете. Вы воин, который посмотрел в будущее и сказал: «Я выбираю жизнь». Иди теперь с уверенностью. Иди, зная, что я иду перед тобой, рядом с тобой, позади тебя. Иди, зная, что каждая твоя молитва была услышана. Иди, зная, что твоя вера активировала сверхъестественное. Иди, зная, что твоя судьба защищена, твое сердце защищено, а твое наследие в безопасности. Но теперь, дитя, я прошу тебя сделать последний шаг,
прежде чем мы завершим этот священный момент, шаг не ради меня, а ради твоего духа, твоей собственной опоры, твоего собственного заявления о принадлежности. Если это путешествие тронуло тебя, укрепило, пробудило или восстановило что-то внутри тебя, то я хочу, чтобы ты высказал свой голос. Перейди в комментарии и напиши: «Я воин, и я иду с Богом». Пишите смело. Пишите это как печать на своем сердце. Пишите это как последний победный клич над опасностью, которая когда-то пыталась завладеть вашим будущим. И когда вы пишете это, вы не просто комментируете, вы заявляете о своей идентичности, утверждаете свое предназначение, обретаете благословение и присоединяетесь к завету, который сопровождал вас с самого начала. И, дитя мое, если ты хочешь продолжать идти по этому пути откровения, силы, изобилия и веры, если ты хочешь оставаться рядом с голосом, который тебя ведет, то я приглашаю тебя подписаться на этот канал. Не как на ритуал, не как на привычку, а как на духовный шаг, который поможет твоему сердцу обрести связь с посланиями, которые и дальше будут определять твой путь. Каждое новое слово, каждое новое учение, каждое новое божественное мгновение укрепят тебя именно тогда, когда тебе это нужно. Это твой духовный дом. Это место твоего обновления. Так что будьте рядом. Оставайтесь на связи. Оставайтесь на одной волне. Подпишитесь сейчас, чтобы не прожить ни дня без руководства, которое вдыхает жизнь в вашу судьбу. И после подписки обязательно оставьте свое заявление в комментариях. Ваш голос важен. Ваше присутствие важно. Ваше будущее важно. Дитя мое, я благословляю тебя. Я покрываю тебя. Я иду с тобой. И я напоминаю тебе с вечной уверенностью, ты никогда не пойдешь по этому пути в